Всех приветствую! Вы хотели знать, как же у Татьяны рождаются идеи и как она мне их передает для того, чтобы я их реализовал. Как рождаются идеи в ее голове, я вряд ли смогу вам передать, но как она мне их передает и объясняет, что нужно сделать, вы сейчас посмотрите, пока у нас застывает клей. Смотри, в чем вообще моя основная идея заключается? Вроде как бы просто, но мы сейчас все усложним до максимума. Вот этот, получается, плафон мы делаем из, вот это брусок сосны. Допустим, вот такой вот он толщины, да? Художник из меня, сам знаешь какой. Вот, мы вырезаем вот из этой сосны вот такие вот кружки. Я вижу их по 3. То есть, может, он больше будет. Вот, мы вырезаем. А размер кружков примерно? Все сейчас надо будет, все мы будем, чтобы пропорции были соблюдены. И вот смотри, основная идея. Мы уже представляем фактуру вот этого материала, да, за счет того, что мы выбираем мягкие волокна, и она рельефная. Так. Далее. Края, у нас будет какая-то толщина. Мы тоже будем их делать неровными. То есть ты сделаешь вот так вот, не так вот, а вот, плавно, да. И мне нужно, чтобы ты счесал как бы под углом еще вот эту историю, понимаешь? Примерно, ладно. То есть снял, чтобы оно не бруском было, Но я понял. а чтобы ты максимально... И это должно быть наружу снято, то есть чтобы он был такой этот. Дальше. Вот этот вот брусок, он должен быть, естественно, Что? с изгибом. То есть тебе надо будет взять толстый, получается, брусок, и из него сделать вот полукруг, чтобы он не был ровной такой штучкой. То есть что, вычесать полукругом, что ли? Да, получается дерево. Вот типа согнуть дерево как бы? Типа согнуть, ты ж не будешь его сгибать, наверное. Но это твои вопросы, меня это вообще никак касаться не должно. Дальше, смотри. Мы вырезаем из бутылки вот эти вот кружочечки. В чем интересность вообще этой истории? Они же будут тоже изогнутые, правильно? А как я их вырежу, эти кружочки из бутылки? А как меня это вообще почему должно заботить? Они проще, они, конечно, я не знаю, а как я вырежу? Тебе взять и бутылку вот так поставить и в ней вырезать кружочек? Наверное, бутылку надо распилить, может, пополам, из нее повырезать эти кружочки. Чтобы эти кружочки были не плоские, а вот именно вот с этим вот моментом. Почему? Потому что мы же будем их не вклеивать, а выставлять вот в этом, вот он кружочек из бутылки, и вот здесь вот мы будем выставлять их. Я даже не знаю, каким это инструментом делать. Надо поискать. Конечно, если мы не сможем этого сделать, будем придумывать какую-то другую историю. Но я Изогнутые штучки стеклянные, они будут создавать дополнительные блики света, и в этом будет изюминка этого простого светильника. Как они будут крепиться? Так вот, мы их должны будем крепить. Вот у нас вот этот кружочек. Вот мы вставляем сюда вот эту стеклянную штучку. И вот на каких-то металлических штучках каждое мы должны будем, повернуть чуть-чуть под определенным углом, чтобы они смотрелись... Понял, как? Но у меня основная проблема на самом деле – это цвет. Сосне надо придать определенный оттенок, понимаешь? И вот оно будет к стене как-то крепиться, как вот наши вот эти кухонные светильники, вот которые мы делали. Только они висят, а этот должен будет наоборот, вверх смотреть.
Я думаю, все вы видели очень много видео, где берут вот так стеклянную бутылку, надрезают ее стеклорезом, опускают в кипяток, и она чпок, и вот так ровненько отрезается. Но, признаюсь честно, у меня из 5 бутылок так сделать получилось только 2. И то только вот эту вот верхушку. А когда я начал отрезать дно, то не получилось у меня так сделать ни в одной бутылке. Дно получилось, ну, вот так вот. Оно откалывалось где угодно, но только не по срезу. Хотел еще с вами поделиться одним полезным моментом. Это если вы дома режете стеклорезом стекло или зеркало, или еще какие-то стеклянные вещи, и у вас остается вот такие вот рваные края, то в домашних условиях их можно сделать идеально гладкими или даже там глянцевыми, как вы захотите. При помощи вот таких алмазных дисков, которые ставятся просто на болгарку, и вы можете, меняя крупность зерна, добиться просто кристально прозрачного края стекла. А если вы хотите более подробно увидеть, как работать этими дисками и что можно ими сделать, то я оставлю ссылку в описании на наше видео «Комод из стекла и бетона и ветвей акации». Переходите, смотрите, там полностью все показано подробно, как работать вот такими дисками в домашних условиях. Почему я выбрала стекло от бутылок, а не простое обычное плоское? Во-первых, как мне показалось, вот эти изгибы, они обогатят общую геометрию изделия, а во-вторых, опять же таки, благодаря вот этим изгибам получится более богатая геометрия того же света, блики, мы сможем их как-то повернуть, как-то красиво этот вопрос обыграть. В принципе, можно было использовать обычное плоское стекло белого цвета и выкрасить их в любой, какой нам нужно цвет, витражными красками. Но, как вы знаете, легких путей мы не ищем, поэтому самим даже очень интересно увидеть в конце, что же все-таки получится и была ли оправдана вот эта вся сложная работа. Так, для начинающих столяров, кто только хочет заняться столярным мастерством или только начал, если вы делаете разметку на древесине, делайте ее всегда только карандашом. Не используйте никакие маркеры тонкие, чернильные ручки или ручки шариковые. И никогда с усилием не давите, когда делаете разметку. Почему? Потому что когда потом будете сошлифовывать, вот эти вмятины на волокнах вы просто не сможете сошлифовать. Или там просто замучаетесь шлифовать.
А уж шариковыми ручками вообще никогда не делайте. Я когда начинал в молодости, помню, однажды шариковой ручкой сделал разметку, пронумеровал деталь и написал там ее название. И потом просто замучился сошлифовывать эту ручку. Еще один нюанс для новичков в столярном деле. При работе с фрезой Фоснера, когда вы сверлите вот такие отверстия, заготовку лучше всего закрепить струбциной. Вот примерно таким образом. Взяли, закрепили и спокойно двумя руками сверлите. В чем заключается опасность, если вы будете просто держать руками на весу и сверлить отверстие? Фреза Фоснера, особенно большого диаметра, когда вы работаете, вы еще не чувствуете ни древесину, ни инструмент, и ее может вот так вырвать, и она может просто повредить вам пальцы, руку или там куда угодно может попасть. Поэтому руку всегда убирайте и крепите заготовку. Почему я держу руками и работаю, не закрепив? Потому что у меня уже опыт в этой работе, достаточно большой. И я уже чувствую саму заготовку, я понимаю, когда она может вырваться. То есть я могу ее контролировать. И то это не стопроцентная гарантия, что она не вырвет и мне не поранит. Это тоже я нарушаю технику безопасности, поэтому так не делайте никогда. Может быть, когда уже спешить будете, когда уже 10 лет у вас опыта будет, и вы там где-то вам надо срочно, можете вы уже там, наверное, так сверлить. Но если вы новичок, ни в коем случае так не делайте. Вот здесь держать руку и сверлить эти отверстия. Потому что часто так бывает, вырывает и все. То есть повредите пальцы, и потом будет заживать долго. В одном из прошлых видео некоторые из наших подписчиц обратили внимание на вязание, которое лежало у меня на столе. И я решила поделиться, что же это было. Может быть, кому-то понравится идея, может быть, для кого-то это будет каким-то вдохновением. Связала я бактус или косынка. Я не профессиональный вязальщик. Более того, я очень неусидчивый человек, поэтому это максимально простая вещь в исполнении. И это уже не первый мой бактус. Это очень удобная вещь на холодное время года. Его можно носить и как вместо шарфа, то есть вот мы берем, так вот все это дело завязываем красиво на курточку или еще что-то. Здесь можно присобачить, сделать длиннее хвосты, кисти или помпоны, можно украсить бахромой, связать шнурочки. Вот. Или же, что я больше всего люблю, носить его в качестве головного убора. Потому что шапки подобрать, чтобы они кому-то подходили, это прям целая процессия. А вот такую косынку можно вот так вот завязывать, вы поняли, или вот так вот. Это очень-очень, в общем, удобно это и красиво. Вот, пожалуйста. Если кто-то из вас решит заняться столярным ремеслом, первое, что вы должны усвоить, это то, что для столярных изделий необходимо использовать только сухую древесину. Ни при каких обстоятельствах сырую древесину использовать нельзя. Влажность древесины для столярных изделий составляет где-то 6-8%. Максимум 10%. Никаких 12, 15, 18, 20% не подходят для столярных изделий. Единственное изделие, которое можно делать из сырой древесины, это строительные леса и подмости, по которым будут ходить штукатуры, плиточники и другие строители. Также еще делают срубы из сырой древесины, но там своя технология. Мы сейчас говорим о столярных изделиях, таких как стулья, кровати, окна, двери из дерева и тому подобное.
Почему же так важно, чтобы древесина была полностью высушена? Классическое столярное ремесло – это не только две доски, в переводе с английского слэбы, залитые посередине эпоксидной смолой. В столярных изделиях, особенно в сложных каких-то проектах, существует масса соединений, таких как шип, проушина, ласточкин хвост и тому подобное. И когда вы эти соединения делаете из недосушенной даже древесины, то со временем она рассыхается, и вместе соединения, где вы соединяете, появляются просто щели. Не говоря уже о том, что древесину просто выкручивает как хочешь, когда она там высыхает. И, к примеру, если вы сделаете деревянные филенчатые двери из сырой древесины или хотя бы там чуть-чуть она недосушена, то если она постоит неделю в нормальном сухом помещении, то все эти филенки, они усохнут и в пазах там будут просто вот так болтаться. И все эти щели будет выглядеть все ужасно. И вывернет обязательно к таким вертолетам, и дверь не будет не закрываться, и внизу закроется, а вверху будет там щель. Так как же определить, сухая древесина или нет? Матерый столяр определит древесину даже без использования каких-либо приборов. Он просто ее может на ощупь определить, то есть по весу и как она звенит. И вообще для профессиональных мастеров в столярном деле определять влажность древесины, это, знаете, как для профессионального актера. Выйти и вжиться сразу в роль. Ну а если вы новичок в этом деле и вы не понимаете, в каком состоянии древесина, то вам поможет вот такой прибор. Они бывают разной конфигурации, выглядят по-разному, разных производителей, но суть одна. Два контакта. Вы берете, делаете срез с торца, втыкаете эти два контакта до самого конца в торец, в середине где-то, и он вам покажет процент влажности древесины. Еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание. Если вам нужно склеить деревянный щит, ну, например, для дверной филенки или еще для какой-то конструкции, и вот этот щит состоит, допустим, из 3 или 4 досок, и эти доски у вас, к примеру, сосновые, то все они должны быть сосновыми. И если вы склеите, к примеру, сосновую деталь, потом еловую и опять сосновую, то потом, когда вы будете покрывать морилкой или лаком, то вот эти бруски у вас будут абсолютно разные по цвету. Потому что ель и сосна – это не одно и то же. Это два разных дерева. И структура их древесины хоть и схожая, но она разная. Для многих, кто не разбирается или кто только начинает работать там с этими породами, они не понимают, там, в чем разница сосна, ель. Но надо понимать, что сосна, ель, лиственница – это все входит в группу хвойных пород древесины. Но сама древесина у них по составу, по обработке, по цвету она разная. Итак, друзья, основная интрига ждет и нас, и вас в следующем видео, где мы поделимся конечным результатом. Но он будет не совсем обычный, потому что мы решили сделать два светильника в двух разных видах. Первый вариант – это, как обычно нас просят очень многие, не трогать цвет дерева, не закрашивать его, мы его сделаем очень лаконичным. И второй вариант мы сделаем в нашем стиле – вырви глаз. И нам будет интересно посмотреть и узнать ваше мнение, какой же все-таки светильник понравится вам больше. Ждем вас обязательно в следующем видео, мы надеемся, уже в следующее воскресенье оно будет у нас готово. Как всегда, подписывайтесь на наш канал и спасибо, что вы были с нами.